Всем привет! Сегодня у нас расклад следующие 3 месяца твои. Это июль, август и сентябрь. Почему так? Потому что сентябрь — это тоже лето. Итак, прежде чем начать, говорю вам. Вот видите 3 колоды перед вами. Это первый, второй и третий вариант. Колода нейроведьмы и деда номер 1, номер 2 и номер 3. Эти 3 свои колоды я не продаю. Сразу говорю, я не продаю свои колоды. Я даю да что ж такое, даю их вам в дар. То есть, что вы можете сделать? Авторские права никто не отменял, они мои, но я разрешаю вам их продавать и зарабатывать деньги. В первом сегодняшнем раскладе я сказал, уже одна девочка там за один день на них 100 тысяч сделала. Вы тоже можете. Можете просто себе распечатать, любую колоду. И можете продавать. Озон, Авито, eBay, еще какие там, Сахибенден. Где хотите, продавайте деньги. Самое главное, налоги платите. Не мне, конечно, налоги, я не налоговая. Там мне девочка также написала, когда рассказала вот это все, говорит, давай я тебе скину, хотя бы 10%. Не надо. Нет, не нужно. Если у вас деньги, как говорится, лишние, то кошечек покормить, котиков. Итак, все ссылки на макеты на Бусти, а ссылка на Бусти в описании к видео и в закрепленном комментарии. Итак, давайте мы с вами начнем этот расклад. Единички. Напомню, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я чего-то не забыл, куда-то не туда не ушел. Что сейчас формирует твою реальность? Все карты читаем парно. Знаешь, твоя жизнь сейчас вокруг одного мужика крутится. И причем этот мужик, он настоящий диктатор. Все время тебе указывает, что делать, как жить, с кем общаться, как одеваться и так далее. Каждый день критикует, каждый день чем-то недоволен. То ты не так посуду помыла, то не туда деньги потратила, то не с теми подругами встречаешься. Он считает себя самым умным на планете и думает, что имеет право управлять твоей жизнью, понимаешь? И вот этот мужик, он, всеми вокруг командовать привык. На работе он начальник, дома он тоже хочет быть главным. Он решает, что кушать на ужин, какой фильм смотреть, куда ехать в отпуск. У тебя даже мнение спросить вообще не может. Сразу объявляет, как будет. И ты уже устал от такой жизни. И что самое плохое, ты уже начала от него внутренне отстраняться. Раньше ты пыталась спорить, свою точку зрения доказывать, а сейчас просто киваешь и вид делаешь, что соглашаешься. Но внутри у тебя уже, ты уже живешь своей жизнью. У тебя свои мысли, свои планы, которые ты от него скрываешь. Ты стала холодней к нему, перестала эмоциями делиться, перестала рассказывать, что у тебя на душе происходит. А он думает, что ты стала послушной. На самом деле ты просто отключился от него. Ты уже мысленно готовишься к переменам. Тебе зреет этот бунт против его этой диктатуры. И скоро этот бунт, он вырвется наружу. Какой сюрприз ворвется в твою жизнь через месяц? В голове все прояснится. Ты просто наконец-то поймешь, что нужно делать со своей жизнью.
Сядешь и составишь конкретный план действий. Не просто мечты, да, а вот четкий список того, что нужно изменить. И главное, ты получишь именно то, о чем ты долго мечтала. Вот ты хотела, как сказать, по-своему всегда жить, там свой угол иметь, свои деньги, свои правила. Вот это все станет реальностью. У тебя появится возможность. Еще раз повторяю, возможность появится, но тебе решать, использовать эту возможность или нет. И вот возможность появится сделать так, как ты хочешь, не спрашивая разрешения у вот этого вот командира, так скажем. Просто взять и сделать. И знаешь, я еще вижу, что ты получишь какое-то предложение. Ну, рабочее, я имею в виду не вот это вот руки и сердце, да, а рабочее какое-то предложение, которое всю твою жизнь изменит. И это будет не просто там новая работа, это шанс будет стать независимым. Зарабатывать свои деньги, принимать свои решения, жить там, где хочешь. А ты долго об этом мечтала. И вот мечта станет реальностью, если ты воспользуешься этим. Но самое классное, это будет происходить очень быстро. Не годы ожидания, да, а буквально вот несколько дней, и все изменится. Я имею в виду через месяц. Ты даже не успеешь, как говорится, испугаться. Просто раз вот и новая жизнь. И у тебя будет столько радости, столько энергии, что ты забудешь про все свои прошлые проблемы. И знаешь что? Твоя мечта, она исполнится именно так, как ты хочешь. Не какая-то там урезанная версия, демо-версия, не компромисс, а вот полный пакет счастья. Ты сможешь планировать свою жизнь сама. Какой вызов или возможность откроется через 2 месяца? Серьезное решение придется принимать. И это будет не просто выбор между двумя вариантами. Нет, это будет, знаешь, вот момент истины, когда нужно будет определить всю свою дальнейшую жизнь. Ты не сможешь больше сидеть на 2 стульях и играть в эту безопасность. Тебе придется двигаться вперед, причем очень быстро. События будут развиваться с такой скоростью, что голова кругом пойдет. И самое важное, это нужно будет делать справедливый выбор. Не поддаваться эмоциям, не идти на поводу тому страхов своих, а вот честно оценить ситуацию, принять правильное решение. И этот момент, он, знаешь, он будет очень переломным в твоих отношениях с этим мужиком, который диктатор. Ему придется ответить за все свои косяки. За то, как он общался с тобой, за то, что не ценил тебя. То есть справедливость восторжествует. Не ты будешь виноват во всех проблемах, а именно он получит по заслугам, понимаешь? И тебе нужно будет четко сформулировать свои требования. Не мямлить, не оправдываться, а вот прямо сказать, что ты больше не намерен терпеть такое отношение к себе. Это будет, знаешь, как экзамен на взрослость. Сможешь ли ты вот постоять за себя или снова себя в обиду дашь? Но знаешь, самое сложное будет в том, что нужно будет действовать решительно, но справедливо. Не мстить, не устраивать истерики, а просто обозначить четко свои границы. Сказать, что там вот это, вот это, вот это будет, если он не изменится. И главное, быть готовы выполнить свои угрозы, а не просто сказать, как говорится, в стенку, в надежде, что он не поведется. Поведется, точнее. К чему приведет тебя этот путь через 3 месяца? Новые возможности. Такие, что ты даже вот ахнешь. Совершенно новые перспективы, о которых ты даже, как сказать, сейчас мечтать не можешь. Это будет связано с деньгами и с карьерой. То есть тебе предложат что-то такое, что полностью изменит твое финансовое положение. Но вот только работать придется очень много. Это не будут легкие деньги, нет. Знаешь, нужно будет вкалывать, причем 24/7. Новому учиться тоже 24/7. Трудности преодолевать тоже 24/7. Зато результат будет хороший. Ты сможешь зарабатывать сколько раньше тебе, как говорится, и не снилось даже. И знаешь, что самое хорошее? Ты плоды своего труда будешь видеть. То есть каждый день будет тебе приносить что-то новое. То клиент позвонит, то заказ, то зарплату прибавят, то почувствуешь, что вот твои усилия не пропадают даром, понимаешь?
что чем больше ты стараешься, тем больше ты получаешь, ты поймешь это. Но, знаешь, очень много придется энергии, сил, времени вкладывать в это все. То есть, ну, грубо говоря, ты забудешь про телевизор по вечерам, понимаешь? И про долгие выходные забудешь. Будешь работать даже когда устала, даже когда не хочется, потому что поймешь, вот он шанс независимой стать. Понимаешь? Шанс больше вот, как сказать, не зависеть от вот этих тиранов, да, которые тебя не ценят. А еще через 3 месяца ты поймешь, что ты способна, как говорится, на гораздо больше, чем думала. И можешь и сама там справляться с любыми серьезными задачами, и важные решения можешь принимать сама. И зарабатывать деньги хорошие тоже сама. Ну и, конечно, твоя самооценка взлетит прям до небес. И там останется. И потом ни один мужик больше не сможет тебя принижать, как это сейчас. Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик, и мы переходим ко второму варианту. Двоечки. Напомню, что, как всегда, передо мной бумажка с вопросами. И первый вопрос, что сейчас формирует твою реальность? То есть карты сигнификации. Все карты парно читаем. Но ты сейчас в отстой полном. То есть, объясню по-другому. Тебе ничего сейчас не нравится. Ни работа, ни дом, ни люди вокруг. Ты просто сидишь и думаешь, блин, неужели это моя жизнь? Все вокруг тебе кажется серым, скучным. Утром ты вообще встаешь без настроения. На работу едешь как на каторгу. Вечером приходишь домой разбитая полностью. Но проблема в том, что на тебя слишком много дел взвалилось. Ты как лошадь, которую вот запрягли во все телеги сразу, и она вот идет, да, кое-как. Но идти надо. На работе у тебя постоянно переработки, дома там много домашних дел. Плюс еще там все кто-то чего-то просит помочь постоянно. И ты вкалываешь с утра до ночи. А результата особо ты не видишь. У тебя вообще нет времени на себя. Вот в последний раз, когда ты в кино сходил? Да никогда, наверное, да? Это было там в СССР, да, еще? Вот когда с подругами ты нормально посидел, тоже в СССР. Когда просто так ты прогуливалась по парку, например, без какой-либо цели. Не помнишь по-любому. И самое плохое, ты уже привыкла к такой жизни. Ты думаешь, что так и должно быть, что взрослая жизнь — это вот беготня постоянная, усталость постоянная, но это не так. Ты заслуживаешь отдыха, радости, там, удовольствия от жизни получать. А сейчас ты просто живешь как робот. Встала, поработала, спать легла. А где в этом всем ты сама? Где твои желания? Где твои мечты? Ты их похоронил вот под кучей дел и обязанностей. И пора это менять, я думаю. Как ты думаешь? Какой сюрприз ворвется через месяц? Кто-то обманет. Ну а что ты хотела услышать? Это будет человек, которому ты доверяла. Он у тебя что-то важное сворует. Не обязательно деньги, хотя и они тоже. Знаешь, он украдет какую-то или идею на работе и выдаст за свою, да? Или вещь возьмет у тебя и не вернет. В общем, почувствуешь себя, как сказать, обманутой. И этот человек, он, знаешь, долго к тебе вот подкатывал. Был милым, понимающим, готовым помочь, и ты этому человеку доверилась, рассказала что-то лично, планами поделилась, а он все это время только и ждал вот этого момента, чтобы тебя кинуть.
То есть он использовал твою доброту в своих целях. И когда ты поймешь, что тебя обманули, ты захочешь спрятаться опять от всего мира. Будешь думать, как я могла быть такой наивной? Почему не разглядела, что это за человек такой? И начнешь винить себя во всем, что произошло. Конечно, перестанешь кому-либо доверять. После этого обмана ты замкнешься в себе. Не захочешь ни с кем общаться, ни с кем проблемами делиться. Будешь просто дома сидеть и в голове прокручивать вот эту историю. Злиться как на себя, так и на него. Тебе будут там подруги звонить, ты не будешь трубки брать. Коллеги там предложат после работы где-то посидеть, тоже отказываться будешь. Ну, потому что тебе нужно будет время, чтобы переварить эту ситуацию. Какой вызов или возможность через 2 месяца? Полный кошмар. История с обманом, она даст о себе знать по полной программе. Ты поймешь, что потеряла не просто там деньги и доверие, да, а что-то гораздо более важное. Он прям в самое сердечко ударит. Будешь плакать от злости, от бессилия, и проблемы с деньгами начнутся. Ну а что ты хотел, как я тебе буду по-другому их трактовать? Обманывать я тебя не хочу, ну как так? И, конечно, придется экономить на всем, да, считать каждую копейку. Забудешь про кафе, про шопинг, про такси. Будут автобусы, готовить дома, покупать только самое необходимое. И тебе придется жонглировать этими, как сказать, своими деньгами каждый день. Сегодня за коммуналку, завтра продукты, послезавтра долг отдать. И постоянно будешь думать, хватит ли до зарплаты. Но это будет урок, но он болезненный, но он нужный, понимаешь? Ты научишься выживать в трудных условиях. Поймешь, что ты можешь обходиться малым, что не нужно много денег для счастья. К чему приведет тебя этот путь через 3 месяца? Ну, ты просто вспомнишь, как хорошо раньше было. Начнешь ностальгировать по тем временам, когда у тебя больше денег было, больше доверия, когда к людям было, больше беззаботности. Ты захочешь вернуть те дни, когда вот жизнь казалась тебе проще и светлее. Ты будешь пересматривать старые фотографии, да, перечитывать переписки и вспоминать красивые моменты. И думать, вот тогда я была по-настоящему счастлива. Это вот как все люди сейчас до ковида. Как ковид начался, да, и все по наклону понеслось. Вот то есть все поняли, как раньше было лучше. И тебе захочется вернуть время назад, там ошибки исправить, избежать вон того обмана. Но самое интересное, ты очень станешь осторожный с людьми. Не будешь сразу доверять. Будешь проверять каждое слово, каждое действие. У тебя появится внутренняя защита вот от тех, кто может боль причинить. Научишься чувствовать вот этих фальшивых людей за километр. Понимаешь? Ну, конечно, тщательно оберегать начнешь то, что у тебя есть. Каждую копеечку будешь беречь. Каждую вот возможность будешь использовать по максимуму. Более практично станешь и более расчетлив. В итоге ты станешь сильнее, ты станешь умнее. Да, ты потеряешь некоторую там наивность, да и доверчивость, зато ты приобретешь жизненную мудрость и умение приобретешь себя защищать. Поймешь, что мир, ну, не всегда справедлив, но в нем можно выжить, если быть умной и осторожной. И поймешь, что счастье, оно не в деньгах и не в людях, а в твоем умении радоваться простым там вещам. Понимаешь? Я очень надеюсь, что ты услышала этот расклад, и ты... Будущее, оно не выбито в граните, оно вариативно. Понимаешь? Поэтому, узнав, что тебя ждет, ты можешь это изменить. Поэтому присмотрись к рядом этим змеюкам. Ну а мы с вами переходим к третьему варианту.
троечки. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я что-то не забыл, чтобы я куда-нибудь не туда не ушел. Читаем карты парно и что сейчас формирует твою реальность. Но у тебя движуха. Ты какое-то новое дело начал, которое принесет тебе денег. Это не работа вот по найму на кого-то там, это что-то свое. Ты вложила в это вот свои собственные сбережения и очень надеешься, что выстрелит. Каждый день думаешь об этом всем, планируешь, там просчитываешь и вот как развивать думаешь. И при этом ты обустраиваешь свой дом еще. Ремонт делаешь или мебель покупаешь. То есть у тебя создание уюта идет по картам. Хочешь, чтобы у тебя там был идеальный уголок, где можно расслабиться, отдохнуть, да? Каждые там выходные ездишь по магазинам, там шторы, подушки, вот это все интерьерные штуки. И ты на это кучу времени и денег тратишь. Сейчас ты в таком настроении, что тебе, знаешь, вот все и сразу хочется. И бизнес развивать, и дом обустраивать, и красивой быть, и успешной быть. У тебя сейчас столько энергии и планов, что вот даже у меня голова заболела. Встаешь утром с мыслями о том, что сегодня ты обязательно все изменится к лучшему. Спать ложишься с планами на завтра. Но проблемы есть. Ты очень много на себя взвалила. И новое дело, оно требует внимания, и дом сам себя не обустроит. Плюс еще работа основная, которую тоже нельзя забрасывать. И вот ты у нас белочка в колесике. Пытаешься все везде успеть. Иногда чувствуешь усталость, но эти мысли ты гонишь из своей головы. Твоя реальность сейчас – это постоянное движение вперед. Ты не можешь на месте сидеть. Все время что-то улучшаешь, что-то меняешь. И это очень правильно. Потому что именно сейчас закладывается вот фундамент твоего будущего успеха. Какой сюрприз через месяц ворвется? Мужик с деньгами подвалит. То есть, по-другому скажу. Серьезный дядька к тебе подвалит, который вот привык командовать, решать. У него свой бизнес есть, машина хорошая, костюмы, вот так вот. Он, знаешь, он увидит твое начинание и поймет, что тебе помощь нужна. Свои услуги предложит, понимаешь, там связи возможно, деньги даже. Этот мужик не просто так к тебе придет. Он будет решать твои вопросы, но при этом поможет, как сказать, и себе. Понимаешь? У него есть что-то, что, как сказать, что ты можешь ему помочь. То есть связь в нужных кругах, да, или опыт ведения, вот это нужно ему. И тебе, как вот объяснить, вы друг другу нужны. Он твоим наставником станет и заодно партнером, понимаешь? Но не любовным, а вот нормально. Сначала, конечно, сомневаться будешь. Будешь думать, знаешь, а не хочет ли он меня кинуть? Не попытается ли он получить там мой бизнес за дар? Но потом ты поймешь, что ему это просто вот интересно. Он уже все имеет, а знаешь, а тебе хочет помочь подняться. Ты ему напоминаешь, типа вот себя в молодости, что ли. То есть такую же там, энергичную, амбициозную и так далее. И потом начнется самое интересное, конечно. Потому что твое вот это начинание, да, твой проект, он выйдет на совершенно новый уровень. То, о чем ты мечтала, будет реальностью. То есть оно, знаешь, гораздо быстрее будет реальностью, чем ты планируешь сейчас. И мужик покажет тебе, как правильно все организовать, там, куда обратиться, с кем поговорить и так далее. И за месяц ты сделаешь больше, чем за полгода самостоятельной работы. Но, конечно, будь готов к тому, что нужно будет подстраиваться под его ритм. Он быстрый. Он привык работать вот быстро и эффективно. Вот эти «я подумаю», «давай решим завтра» — это не про него, ни в коем случае. Через 2 месяца какой вызов или возможность? Ты кардинально поменяешься. Вот прям реально проснешься утром и поймешь, все, жизнь старая закончилась, начинается новая. И это будет, знаешь, не постепенный такой переход, а резкий скачок. Как будто ты была вот одним человеком, а проснулась совсем другим. Сразу новые цели появятся, новые желания, новое понимание жизни.
И ты поймешь, что ты можешь гораздо больше, чем раньше думал, что твои способности, твои таланты, они были недооценены. И вот этот мужик, который в твоей жизни появится, да, он тебе это покажет. Он прям в лицо тебе скажет, что ты себя недооцениваешь, что ты можешь быть вот этим лидером, а не исполнителем, понимаешь? И ты начнешь работать над собой. Не рывками, вот как раньше, да, а планомерно, последовательно. Каждый день будешь делать что-то для развития своего там проекта, новую информацию изучать, там с нужными людьми знакомиться. И твой характер тверже станет. Ты перестанешь сомневаться в каждом своем решении. Перестанешь у всех подряд совета спрашивать. То есть ты научишься доверять себе и своей интуиции и принимать более ответственные решения. Но самое главное, ты знаешь, ты поймешь, что вот работа, она не только деньги должна приносить, но и удовольствие, что можно зарабатывать тем, что реально нравится, и что успех придет там не от количества там пропашенных часов, да, про это пропашенных, как сказать-то по-русски, пропахало вот когда много часов. Чем больше пахаешь, тем больше получаешь. Вот, ты поймешь, что это не так. Что можно зарабатывать тем, что реально тебе нравится. Понимаешь? А успех приходит, ты поймешь, что вот от правильных решений, от качественной работы, от, как сказать, от энергии, а не от того, что ты 24/7 копаешь землю. К чему приведет тебя этот путь через 3 месяца? Ну, знаешь, воевать за свое место под солнцем придется. То есть появятся конкуренты, которые захотят у тебя, как говорится, подвинуть тебя, что ли, кусок пирога отобрать. Они увидят, что у тебя все успешно, да, и решат тоже таким же заниматься. Будут копировать твои идеи, будут переманивать твоих клиентов, будут предлагать более низкие цены. То есть вот эта вся гадюшность, понимаешь? Но ты к этому моменту уже будешь готова. Ты уже научишься быстро реагировать на все вот эти вот паразитные угрозы. И мгновенно решение принимать научишься. Твой наставник, вот этот мужик, он покажет тебе, как правильно конкурировать, как свои интересы защищать, как себя в обиду не давать. Это будет, знаешь, экзамен на прочность твой. То есть сможешь ли ты устоять под напором вот этих конкурентов или сдашься при первой же проблемке. То есть хватит ли характера. Вот. И появится боевой дух у тебя, которого раньше не было. Ты станешь агрессивный, но в хорошем смысле. Ты прям, как сказать, ты будешь активнее продвигать свой проект и завоевывать новых клиентов. Расширять свою сферу влияния. И просто поймешь, что в бизнесе нужно быть сильной, иначе тебя просто-напросто съедят. И ты, конечно, выиграешь эту битву. Тут по картам уже мне не нужно было трактовать. Понятно, что ты выиграешь все. Твои конкуренты не поймут, что не с той девочкой связались. Что ты не мягкий пушистый зайка. Что ты, как говорится, львица ого-го. Понимаешь? Поэтому все будет хорошо. Они от тебя отстанут. Или предложат вот сотрудничество на твоих условиях. Но ты в любом случае будешь победительницей. Чего-то я сегодня устал. Хочу вам сказать, что помни, что дед рядом, и вот эти колоды можешь себе распечатать, продавать и чего хочешь делать. Нейроведьма 1, нейроведьма 2, нейроведьма 3. То есть, ой, я устал, я уже заговариваюсь. Все, ушел, убежал, пойду есть помидоры.